Друзья, всем привет! Наш отпуск в городе Рива-дель-Гарда на озере Гардасей продолжается. Сегодня мы решили немного уделить соседним населенным пунктам. За моей спиной они находятся. Это Линфана и Торболе. Вернее, мы хотим прогуляться по набережной вдоль озера, полюбоваться видами. А виды здесь стоят того, чтобы ими только любоваться. Сейчас мы находимся возле старого бастиона тут, но он закрытый, там что-то написано по-итальянски, я не понимаю. Но здесь место тоже очень интересное, люди всегда приходят здесь, садятся, отдыхают, смотрят на озеро. Из всего, что я понял, там написано что-то лаборатория ди гидробиология. То ли гидрологическая лаборатория, то еще что-то такое. Но факт тот, что старый форт используется. А вот здесь еще старее форт. Но там над фортом еще построен какое-то здание. Тоже функционирует. Зайти туда нельзя, там закрыто. Так, решили мы пройтись до соседнего городка Линфану вдоль автомобильной дороги. Здесь, благо, все в пешей доступности. Сверху находится форт, и похоже прямо в этой скале есть какие-то там помещения, коммуникации какие-то. Видно, что это старая бойница. Когда-то это все здесь кругом эти военные форты, и все строилось до Первой мировой войны. А теперь это как достопримечательность. Вот так, с правой стороны вид на озеро. Напомню, мы находимся на самой северной части озера Гардасея. В ту сторону, еще до юга, это южная точка, там Сермиони. Отсюда до южной точки 70 километров. Сегодня на улице немножко ветрено. У нас вообще были сегодня планы сделать экскурсию на корабле, но ночью и утром шел дождь, и поэтому мы решили не рисковать, а поедем завтра. Завтра обещают погоду хорошую. Вот с левой стороны вот этот маленький этот городок, или не городок, деревня какая-то Линфана, а дальше уже идет Торболе через мост там. Ну, здесь все в пешей доступности. Попробуем дойти. Очень много людей ездит на велосипедах. Тут повсюду с правой стороны растут фиговые деревья. Вот они, плоды видно, некоторые уже... Некоторые плоды уже портятся. Интересно, здесь климат такой, что, видите, кактусы повсюду растут, как трава. Да, вот один кактус уже зацвел. Вообще же говорят, что кактусы, я не знаю, может это не этот сорт кактуса. Если ты видишь, как цветет кактус, то это к хорошему. Красивые. Да, на склоне вон там тоже кактус Они висит. вон
Главное, этот кактус и желтый, и розовый, да, цветы? И тоже розовый. Там Желтый, какой-то розовый, я другой тоже цвет. вижу. Ну, красивый. Первый раз я вижу, что такие большие и кактусные. Вот буквально 5 минут мы уже дошли до соседнего населенного пункта. Через этот туннель мы ездили в магазин закупаться. За туннелем сразу находится магазин Lidl. Здесь сразу начинается пляж. Но видно, людей сейчас немного, потому что вода, наверное, холодная. Из-за того, что ночью и утром был дождь. Мы сверху видели этот пляж с нашего отеля. Думали, здесь песчаный пляж, но нет, оказалось тоже, вон видно, каменный. Но в самом городе Рива-дель-Гарда без специальной обуви в воду зайти очень проблематично. Интересно, с правой стороны озеро, а с левой стороны вот такая вот картина: отвесные скалы. И скалы, вон видите, они закрыты сеткой, чтобы на машины не падали камни. С левой стороны при входе на пляж кустики такие красивые, красочные, яркие цветы. А дальше пальма большая, огромная. Но виды, конечно, здесь потрясающие. Особенно вот видно скалы. Я просто балдею от таких видов. Сейчас подойдем к воде, посмотрим. Здесь видно, что все-таки пляж получше, чем в Рива-дель-Гарда. Ну да, я же говорил, что сверху кажется, что песчаный пляж. Но все равно здесь камни поменьше, чем там у нас. У нас вообще камни такие огромные, то нельзя в воду босиком зайти. Нужно в воду обувь специально одевать. Ну, там тоже есть такие места. Но вода чистая, прозрачная. Ну, где камни всегда вода. Вот мы сейчас вот оттуда вот пришли, вот по этому навесному мостику. Буквально вот за углом, за этой скалой находится другой город, Рива-дель-Гарда. Даже не верится. А если отсюда посмотреть, кажется, что там ничего нету. Вот там вот сверху люди стоят. Оттуда мы спустились. Наш отель находится за этой скалой, прямо наверху. И чтобы нам вниз спуститься, нам нужно вот эти все смотровые площадки там пройти. Оттуда виды просто шикарнейшие. Что, будем золото мыть, да? Тут к нам гости приплыли. Здесь я заметил, утки вообще не боятся людей. Прямо вплотную к людям подходят и людей кормят. Стефан, у тебя есть что-нибудь уткам дать? Нету ничего. Ну, извиняйте. Смотрите, отель в каком месте красивом находится. Рядом горы, а люди выходят на балкон и любуются вот такими вот видами на озеро.
Вот утки-попрошайки. Люди сидят, а они прямо у них на территории. Персонал их гоняет. Вот мы сейчас проходили отель. А кто ездит по кемпингам, рядом с отелем, вот в таком месте есть прямо кемпинг-пляц. Кемпинг Белла Виста. Кому интересно, можете посмотреть. Место прям шикарное. Вон вагоны стоят возле оливковых деревьев и у подножия скалы. Место просто обалденное. И тут буквально 2 шага и озеро. Рива-дель-Гарда, конечно, красивее. Мне больше нравится. Набережная. Набережная Рива-дель-Гарда достойна особого внимания, которое мы еще уделим. Здесь такая вот бухточка небольшая. Вот сейчас идем, и люди навстречу идут, и все разговаривают по-немецки. Такое ощущение, как будто мы находимся не в Италии, а у нас в Германии. Неспроста говорят, что немцы очень любят здесь отдыхать. Вот мы, когда ходили на флот, мы вот доходили до вот этой, видишь, вон сверху электрические, там мы до туда доходили. А вот это вот дальше, да, А, это который, где до этого форта мы ходили. Да, то есть дальше мы думали, до батареи можно идти. А вот тот форт, который был в 40 минутах оттуда ходьбы, он, наверное, был еще дальше, где-нибудь там на том краю. Слушай, отсюда посмотришь, какая высота, даже не верится, что мы там ходили. А? Это дома? Да, это дома. Мне кажется, дорога, которая там идет наверх, она идет в эту деревню. Надо будет потом проехать туда. Нет, дорога идет вдоль берега. Вот мы и дошли до моста, который соединяет населенный пункт Линфана и Торболи. А здесь с левой стороны можно лодки брать на прокат. Кемпинг тоже здесь продолжается. Это все территория кемпинга. Возможно, сюда кто на кемпинг приезжает, тоже с собой яхты притаскивает, да? И плавает по озеру. Но здесь и на прокат можно взять. Здесь большой кемпинг-пляц. Вот с той стороны видно, вон сколько тут вагонов. Смотрите, для туристов как удобно сделано. Кто не знает местности, вот здесь можно купить карту. Полностью соответствует GPS-координатам. Стоит она 2 евро. Еще раз покажу территорию кемпинг-пляца, как он выглядит. Вот сверху отсюда можно видеть. Вовнутрь я, конечно, не зайду, но отсюда тоже видно все хорошо. Вот мы сейчас были у подножия скал, вот там вот кемпинг-пляц, а прямо оттуда начинается и заканчивается вот здесь. А сейчас вот мы дошли до моста, который соединяет 2 населенных пункта. Это Линфана и Торболи.
Мы сейчас маленький мостик прошли, я ошибся, это был другой мост. Похоже, у нас погода портится. Наверное, будет опять дождь. Я представляю, вот так на склонах дома жилые. Что предстоит людям каждый день. Хорошо, когда есть дорога и можно на машине туда подъехать. А если пешком каждый день ходить? Ну, зато, наверное, люди здесь здоровые. Природа кругом, чистый воздух и естественный спорт. Дальше вон видно на склоне виноградники. Красиво здесь, да? Сейчас мы прошли, здесь находится школа серфинга. Проходили люди, в основном говорят по-английски здесь. Кто хочет научиться плавать на серфинге, приезжайте, здесь вас научат. Вдоль озера идешь и постоянно отвлекаешься на озеро. Ну, просто виды здесь, ну, шикарные. Просто любуемся, нам здесь очень нравится. Мы ни грамма не пожалели, что сюда приехали. Погодка у нас портится, наверное, мы двинемся обратно, пока дойдем до нашего Рива-дель-Гарда. Возможно, дождь пойдет. Что-то мне прямо говорят: бегом, бегом. А, это утка, как она называется? Вон туда, вон там малюсенький. Он совсем другого цвета. Малюсенький, малюсенький. Это утка нырок или как они, как-то так называются. Господи, такое малюсенькое. Он тоже пойдет плавать. Вот что-то там ловит, блин. Он хоть умеет плавать, этот маленький. Ну, она нырнула, смотри, утка под водой, да? Вот, ну, она. Вот она. А видишь, он ищет там рыбки. Ой, и маленький тоже поплыл. Не, они, скорее всего, они ракушек там поднимают. Может быть. Блин, спрятались от маленького. Смотри, там даже лебеди плавают. Да, панорама шикарная. Маленького уже относят, а они вот смотрят все-таки за маленьким. Прикольно, они раз, хопля, нырнули. А таких еще птиц не видела. Вот мы уже второй раз встречаем такое дерево. И вроде шишки такие же, как у еловых. А что за дерево, непонятно. Кто знает, что это за дерево, напишите. Я вижу такие деревья впервые. Утки, наверное, голодные, ждут, пока их накормят. Уток здесь очень много. И все вот с маленькими выводками. Фух. Это удачно мы дошли.
Похоже, судя по тем видам, которые у нас за спиной, сейчас начнется дождь. Но нам не страшно, мы уже до дома дошли, так что не намокнем. Мы успели все посмотреть, то, что нас сегодня интересовало, то, что мы и запланировали. Так что приезжайте в Ривария-дель-Гарда. Уже гремит. С той стороны уже гремит. А за горами уже все черное.